Всем привет! Меня попросили перевести с английского мою же ветку сообщений, вот эту, с таким вот названием, из англоязычного форума аудиофилов-самодельщиков The Audio, в котором я рассматриваю наиболее интересную схемотехнику двух предусилителей для магнитного и для магнитных звукоснимателей под названием X-Ultra и LP797 в сравнении с моим Су 21 век. Вот это сообщение. Ну, тут много уже сообщений и много картинок. Вот. Где-то я сильно ругаю авторов, где-то авторы со мной согласны и не согласны. Вот, ну, я даже сделал маленький демонстрационный ролик. Вот он, специально в виде ответа, в котором промикрокапал схему Эндрю Рассела X-Ultra. Но ребята не совсем понимают, что спорить против микрокапа так же бессмысленно, как против закона Ома, там, Киргофа и так далее. Значит, вот, собственно, это видео. Оно есть на ютубике у меня. В нем я рассказал, почему те параметры, которые авторы указывают для MC предусилителей, для MC головок, то есть головок звукоснимателя с подвижными катушками, на очень популярных в последние несколько лет паре ZTX 851, ZTX 951, они завышают параметры по шумам. Я показал, что на самом деле с шумами там не все хорошо, не так хорошо, вернее, как они утверждают. И в основном это из-за того, что не учитывают входное сопротивление вот такой вот парочки, которая на самом деле очень низкая. Вот, и приводит к тому, что входная цепь вот эта вот от входа до эмиттеров транзисторов вот имеет вот такой вот вид. То есть с увеличением сопротивления R-source, сопротивления источника, коэффициент передачи входной цепи еще до усилителя резко падает. Вот. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вот, значит, исходная статья Эндрю Рассела, его схема MC предусилителя, она опубликована в февральском номере журнала Audio Express за 2021 год. Вот эта статейка. Я с любезного разрешения Эндрю Рассела использовал его схему. И даже не просто использовал его схему, но предупредил, что я буду ее критиковать. Он согласился. Вот, и я ее... Вот эта схемка, видите, вот она. Вот это вот основная часть этого его предусилителя. На такой вот паре Q2, Q1, ZTX 851, ZTX 951. Я ее набрал в микрокапе и, как положено, промикрокапал. Результат как раз вот я доложу вам в этом моем видеоролике. Я сразу решил сделать не перевод вот этих вот сообщений с английского, ну, своих же сообщений с английского, а просто решил, что зачем я буду самого себя переводить с английского на русский, если я могу сделать новое видео просто со своими комментариями. Ну, к тому же там и в том ролике, который я делал для американцев и англичан, там и субтитры тоже были на английском. Ну вот я сделаю новый ролик сейчас с более подробными объяснениями и комментариями.
8 первых лет своей инженерной деятельности я проработал старшим научным сотрудником отдела главного метролога НИМП в секторе метрологической экспертизы под руководством Генриха Шапира. И в эти же времена в поле моего общения был и Миф Ниагар Павлович, начальник сектора в НИИ метрологии. Оба этих умных еврея были предельно дотошными, так что метрологию уважать по-настоящему я научился еще в начале 80-х годов. Поэтому перед углублением в дебри микрокапских исследований сначала напомню вам некоторые важные теоретические сведения, без которых понимание происходящего будет затруднено. Ну, во-первых, чем ММ-бошки, то есть головки звукоснимателя или картриджи с подвижным магнитом, Moving Magnet, отличаются от MC-шных бошек, головок звукоснимателя или картриджей с подвижной катушкой. Во-первых, электродвижущие силы, то есть ЭДС. У ММшек она 5 мВ, у МСшек 0,4 мВ, на порядок меньше. Второе. Сопротивлением катушки. У ММшек 1 кОм типовый, у МСшек 12 Ом. На 2 порядка меньше. Индуктивность катушки. Типовая у ММшек полгенри или 500 миллигенри. У МСшек 75 микрогенри. Это на 4 порядка меньше. То есть ЭДС на порядок, сопротивление на 2 порядка и индуктивность на 4 порядка меньше у МСшек. А вот с ценой наоборот. Типовая цена средней ММшки 100 баксов, средней МСшки 1000 баксов. МСшки появились чуть позже, чем ММшки, и значит, получилось так, что предусилители для МСшек, видите, требуют в 10 раз больший коэффициент усиления. Но если попробовать использовать для МСшек предусилители корректоры от ММшек, то получится, во-первых, очень низкий уровень выходного сигнала, его не хватает на 20 дБ, и во-вторых, получатся большие шумы. Что же делать? В далеком 1999 году широко известный тогда в узких аудиофильских кругах Уильям Маршалл Лич, он придумал свой усилитель Маршалл Лича тогдашний, придумал еще одну схему, а именно предусилка для новых тогда MC-бошек, которая успешно противостояла по параметрам, габаритам и цене тогдашним модным MC-шным решениям в виде пассивного повышающего трансформатора за пару килобаксов от начинающихся в те годы хай-эндеров. Вы скажете, а чем плохи повышающие трансформаторы? Во-первых, тем, что они имеют сердечники-магнитопроводы, непременной характеристикой которых являются частотные потери на вихревые токи в сердечнике, которые вызывают завалы ЧХ на высоких частотах, и гистерезис, а это нелинейные искажения. Во-вторых, удвоенной длиной обязательных для их конструктива межблочных кабелей между MC-головкой и первичной обмоткой транса, плюс между выходом вторичной обмотки транса и входом последующего ММ-фонокорректора. В-третьих, необходимостью наитщательнейшего магнитного экранирования многослойным магнитным экраном. Он должен экранировать MC-шный повышающий трансформатор гораздо лучше, чем даже головки воспроизведения магнитофонов. Так вот, в схеме Маршалла Лича
Два комплементарных биполярника включены по схеме с общей базой, с плавающим питанием от батарейки. Главная проблема MC-бошек – их предельно малая ЭДС порядка 0,3 мВ, самая малая из всего ряда аналоговых источников звукового сигнала. Да еще и вкупе с самым малым сопротивлением от 3 до 30 Ом и вообще исчезающей малой индуктивностью в десятки микрогенри. И поэтому MC-бошки сильно уступают по отношению сигнал-шум MM-бошкам, ведь у MM номинальная ЭДС 5 мВ. Схема Маршалла-Лича с теоретической точки зрения безукоризненно оптимальна именно для сверхнизкоомных источников, так как минимизирует внутренние и внешние источники шумов биполярного транзистора только одним лишь распределенным сопротивлением базы RBB и составляющей дробового шумоколлектора обратно пропорциональной корню квадратному истока коллектора. Смотрите страницу 66 моей книги «Техника высококачественного звуковоспроизведения» 1985 года, издательство «Техника Киев», или формулу 8.19 третьего издания «Искусство схемотехники» The Art of Electronics Хоровица Хилла 2015 года издания Cambridge University. И исключая вредные шумовые добавки эмиттерных и базовых резисторов смещения вариантов SOE с общим эмиттером. Исходно Маршалл-Лич использовал транзисторы малошумящей серии 2N5210, 2N5287 с сопротивлением базы 40-230 Ом. Но еще при жизни в 2003 году он получил рекомендации от голых экспериментаторов применять 2N4401, 2N4403. Это мотороловская пара не малошумящих, а переключательных биполяров общего применения хорошей мощности, средней мощности, с которыми шумы действительно уменьшились аж на 4 дБ из-за пониженного до 17-40 Ом сопротивления базы. И вот тут понеслась. Уже даже после ухода Маршалла-Лича в мир иной в 2010 году чисто экспериментаторы продолжали слепой перебор претендентов на MC-вход, сразу забраковав в ортофоновском MCA-10 любимые BC550B, BC560B из-за R-базы в сотни Ом. Потом добрались до толстых BD139, BD140, то есть аналогов КТ-816, 817. И тоже забраковали из-за страшных фликер-шумов, хотя и очень небольшого R-базы. И вот тут, году в 2018, на новой волне возрождения интереса к винилу, кто-то нащупал ZTX 851, ZTX 951. Пару 30-летней давности, начала 90-х, от несуществующей уже десяток лет ZX Semiconductors, изначально нацеленную на применение как ключей в системах охранной сигнализации и аварийного освещения. У этих транзисторов максимальный ток коллектора 5 ампер. Это коммутационные исходные транзисторы. Еще в 2008 году ZX Semiconductors была поглощена Diodes Incorporated, и вся эта бодяга выливается сегодня в цену за пару отобранных for MC предусилителей и когда-то копеечных ZTX 851-951 аж по $25 за пару. Не слабо. А вот официальная SPICE модель ZTX 851, в которой прописаны просто нереальные цифры R-базы в 25 тысячных Ома. Таких транзисторов просто нету. А вот в официальном даташите ZTX про R-базы вообще нет ни слова. Ну что ж, давайте разбираться.
Чтобы понять, зачем нам транзисторы с предельно малым распределенным сопротивлением базы, R-базы, вот RB в этой формуле, я как раз хочу обратить ваше внимание на формулу, выведенную в моей книге на странице 67, приведенного ко входу напряжения шумов для усилителя корректора вот по этой схеме. Это, собственно, сам усилитель корректора, это его приведенные ко входу шумы его транзистора, это ЭДС шума, это токовые шумы. Плюс тут же на этой схеме обязательно присутствует индуктивность головки и активное сопротивление катушки обмотки головки. R головки, L головки. Плюс вот это напряжение шумов вот этого вот R головки и это напряжение сигнала. Вот это полная схема для анализа шумов усилителя корректора. Я привел вот на странице 67 полный анализ математический шумов такой эквивалентной схемы с учетом сопротивления головки и индуктивности головки. Вот видите, тут фигурирует L головки везде. Формулы получились сложные, но они полные в том смысле, что они отражают реальную головку. Больше вы не найдете ни одной книги, ни у Хоровица Хилла, ни у Цицишенко, ни у Шкритека, больше нигде нету анализа математического вот такой схемы с индуктивностью головки. То есть все говорят, что ограничиваются, вернее, утверждением, что L-головка очень важна, и ее надо учитывать в связи с тем, что с увеличением частоты сопротивление индуктивности возрастает, но никто формул не привел. Вот у меня, значит, есть эта страничка 67. Я вообще рекомендую мою эту книгу скачать всем разработчикам и аудиофилам, потому что на странице 62-76 этой книги в главе, посвященной предусилителям, приведен полный и очень качественный анализ шумовых схем и шумовых соотношений в этих схемах применительно к аудиотехнике. Так, ну мы немножко отвлекли. Значит, смотрите, почему нам необходимо подбирать транзисторы с минимальным сопротивлением базы R-базы? Да потому что R-головки и R-базы, видите, стоит рядом в выражении шумов, приведенных ко входу. Если у нас R-головки, скажем, килоом и R-базы 200 Ом, это типовые значения для предусилителя, для головки, то все хорошо. Но если у нас R-головки 3 Ома, скажем, как у низкоомных головок, то R-базы 200 Ом, как у обычных транзисторов, к которым мы привыкли, малошумящих, так называемых, BC560, BC550 или их эквивалентно наших КТ-3102, КТ-3107, у них R-база порядка нескольких сотен Ом. То для головок с R-головки 1 кОм все хорошо. Но если мы используем в МС предусилителях, то R-головки 3 Ома и R-базы 200 Ом шумит гораздо сильнее. Нам надо транзисторы подобрать такие, у которых R-базы будет соизмеримо с 3 Омами. Желательно даже меньше, чтобы меньше шумело. Вот как раз эти транзисторы и подобрались для MC головок году в 2018-2019. Автор, как говорится, неизвестен, но все набросились на ZTX 851 и ZTX 951. Один из
известных разработчиков на theaudio.com, Эндрю Рассел, перед разработкой в 2021 году и публикацией его предусилителя для MM и MC головок под названием X-Ultra, он провел анализ дюжины предусилителей, дюжины MC предусилителей вот в этом документе, который называется Moving Coil Head Amps. И привел данные симуляции схем этих в Lightspace. Вот я быстренько их пробегусь. Видите, вот Эйнштейн, значит, Максвелл, Паули, Хокинг, Ньютон, Ричард Ли, Шрёдингер, Планк, Вейнберг, Архимед, Сомерфельд, ну и так далее. Тут много схем, штук 20, наверное. И Эндрю Рассел измерил расчетное значение шумов, ну и дал свои легенькие комментарии. Ну давайте быстренько мы тоже пробежимся, чтобы быть в курсе, так сказать, чего. Вот схемка Эйнштейна. Тут все хорошо, только шумы немножко великоваты. Ну и на входе вон 1000 микрофарад, здоровенная емкость. Вот, Максвелл, тоже хорошая схема, уже с общей базой. Тут схема тоже с общей базой, и тут схема у Максвелла тоже с общей базой. Правда, ток 15 мА потребляемый. Неприятность какая, что на вход, в связи с тем, что входное сопротивление Q1 схема с общей базой низкая, чтобы не заваливались низкие частоты, пришлось поставить вон 5000 микрофарад. Видите, C3. Large Electrolytic. Дальше вот такая схемка, это с общим эмиттером. Вот эти резистор R4 4,7 Ома, ну он достаточно сильно шумит, поэтому тут характеристики похуже. И вот пошли схемы, которые мы будем тоже с вами рассматривать дальше. На парочке ZTX 851, 951 в Spark, значит, комплементарная общая база. Это NPN, это PNP, и вход подключается к их общей точке, два общих эмиттера. Хокинга схема, Ньютона. Но обратите внимание, что тут до чертиков электролитов у всех. Вон по 1000 микрофарад электролиты. Вон, тут по паре в параллель тоже вон по 1000 микрофарад электролитов до чертика. Вот это Вейнберг, это чемпион мира по шумам. 322 пиковольта на корень с герц. За счет того, что по 3 пары в параллель. Но у него совсем до чертиков электролитов. Вот в питании, выходные разделительные, в базах по 4700. Вот. И самое неприятное, то что транзисторы, все 6, должны быть отобраны по критерию разности напряжения базы эмиттер меньше 1 милливольт. Это нереальная вообще-то задача, учитывая то, что по ТУ разброс напряжения базы эмиттер 100 милливольт у этих транзисторов. Можете посмотреть в даташите. Ну вот тоже неплохая схема на запараллеленных парах. Ну и так далее. После того, как Эндрю Рассел рассмотрел все
значит, все прототипы, он пришел к выводу, ну, можно еще вот эти посмотреть. Тут, ну, посмотрите сами, этот документ есть и у Эндрю на сайте hifisonics.com, и у меня в Патреоне, соответственно, тоже он есть, этот файл. Вон тут запараллелено сколько? 5 транзисторов. Ну, короче, Эндрю сделал хорошую, тут вон по 4 в параллель. Эндрю сделал хорошую работу с обзорчиком схемотехники MC-предусилителей разных. И на полевиках, и на биполярах, и так далее. Даже вон по блокам питания у него там есть. Ну да, дальше, да, двигаемся дальше. После того, как Эндрю проанализировал, он разработал свой вариант, который назвал X-Ultra. Вот он. У него тоже парочка ZTX 851, ZTX 951, но для того, чтобы избавиться от лишних электролитов разделительных на входе, а они нужны, почему электролиты? Потому что транзистор это не одинаковый, у них может быть разность напряжения базы эмиттер где-то 30-50 милливольт, и тогда постоянный ток будет протекать по головке звукоснимателя. А головка звукоснимателя низкоомная, а если тут будет 30 милливольт разделить на 3 ома, это будет течь ток 10 миллиампер. Многовато. Там эти MC-головки мотаются вообще-то тонким проводом, очень тонким, как вы понимаете. И можно просто выжечь эту головку. А головки MC-шные стоят $1000, $2000, $6000. Жалко будет. Чтобы этого не было, на входе MC-предусилителя должен быть 0. Так вот, Эндрю Рассел применил, ну, в принципе, очень понравившуюся мне схему, вот, которая на операционнике, вот видите, сделал DC-серву, как и у меня в моем предусилителе SU 21 века. Вот это MC и это MC, это вместе соединяются, вот эта точечка сюда приходит, видите? И через вот этот операционничек, который в режиме, вон видите, интегратора, компаратора, это инвертирующий вход. Он подается на сигнальчик прямо со входа, подчеркиваю, не с выхода, а со входа. Нам же надо 0 поддерживать на входе, а не на выходе. Так вот, сигнал со входа этого MC-предусилителя подается вот сюда на инвертирующий вход через вот этот R1. Это конденсатор на 2,2 микрофарада интегратор. И выходной сигнал, который сравнивается с нулем. Вот этот вот не инвертирующий вход операционника занулен, заземлен через R3. Так вот, сигнал ошибочки идет вот сюда на L0. А L0 вот сюда идет. И через вот эти 330 килоомов идут на базу вот этих двух транзисторов. И операционник через вот это L0 и вот эти два резистора управляет так смещением Q1 и Q2, чтобы на входе был нолик. Отлично. Ну, отличное решение. Мне очень нравится такое решение. Я его и сам применил фактически у себя в предусилителе, потому что оно позволяет избавиться от толстых электролитов. Но в данном случае на входе. На входе МСшника толстый электролит это плохо не только потому, что он толстый и большой, на 5000 микрофарад. Представляете, на входе 5000 микрофарад. Вот. Но и потому, что у него есть последовательное сопротивление потерь, так называемое ESR. Так вот, это ESR добавляется к шумам транзистора. Как, впрочем, и любой резистор, который последовательно с базой или с эмиттером транзисторов, он добавляется к R-базы транзистора. То есть он шумит.
Но в данном случае, видите, такая конфигурация Маршалла Лича, в эмиттерах вообще никаких резисторов нет, а все базовые резисторы, они зашунтированы по переменному току толстыми электролитами, то есть их как бы нету для переменки. Поэтому вот эти резисторы R12, R11, R35, R36, они не шумят на самом деле. То есть они-то шумят, но их шумы токовые все заземляются через вот эти C10 и C9. Ну, дальше смотрим, что усилитель делает. Вот через вот эти вот, через C11, через C16 сигнальчик приходит на выход предусилителя. Вот он. Left MC. Это выход предусилителя. Вот и все. Еще что можно про него сказать, это то, что в связи с тем, что у данной схемы очень... ну, практически нулевой коэффициент подавления помех по питанию, любой шум и пульсации питания будут передаваться им на выход. А уровень сигнала у нас доли милливольта, поэтому любые шумы очень тщательно должны быть подавлены по питанию. Для этого вы видите вот эту вот часть схемы Рассела, которая является питающим, ну, фактически двухполярным блоком питания для вот этих транзисторов, для основных транзисторов. И выполнена она с очень большим количеством электролитов, сглаживающих, вон, C14, C15, на малошумящем операционничке. И, значит, еще после операционника еще вот эти вот сглаживающие фильтры R6, C17, R5, C18. Вот, и уже потом идет сигнал постоянный, совсем сильно сглаженный вот этими фильтрами, операционничком и вот этими вот цепочечками сглаживающими, очень толстыми. Смотрите, у нас потребление, ток потребления вот этих транзисторов коллектора 3,5 миллиампера, а вон какие толстые электролиты стоят, как будто амперные усилители мощности. Вот. Но это вынужденная, сложная, как говорится, схема питания, потому что такая схема самого усилителя очень чувствительна к пульсациям и помехам по питанию. Если мы не хотим испортить нашим плохим питанием выходной сигнал, то надо очень тщательно фильтрацию проводить. Вот она тут так и сделана. Вот. Вот что можно сказать по схеме, значит, Эндрю Рассела. Последнее, что я хочу сказать, что недостатком его, в принципе, схемы является неудачный выбор вот этого операционника, который поддерживает 0. Он, в принципе-то, хороший, как операционник, потому что нам надо поддерживать на входе, желательно с точностью до микровольт, постоянный 0. Так вот, этот операционник, он поддерживает с точностью плюс-минус 6 микровольт 0 на выходе. У него собственное напряжение смещения нуля 6 микровольт. Но это неудачный операционник в том плане, что ОПА 2188 это так называемый чоппер. То есть кмоповский операционник с так называемым прерыванием. Этот прерыватель, ну вы почитайте, что такое чоппер или операционники с прерыванием. У него вход непрерывно коммутируется с частотой там десятки или сотни килогерц, и таким образом коммутируется, что отдельный каскадик там измеряет напряжение смещения внутреннего операционника, и еще один внутренний операционник компенсирует вот это смещение благодаря коммутации непрерывной. Но эта непрерывная коммутация приводит к тому, что не столько как на выходе, но на входах, вот этих вот инвертирующем и неинвертирующем входе этого операционника появляются, в момент коммутации появляются всплески входного тока, которые довольно большие, там, ну, совсем большие. И они через вот эти вот резисторы R1 и R2, вон, и через вот это MC in L,
MCNL, подаются на самую чувствительную точку нашего устройства всего, нашего всего предусилителя. То есть выбор операционника, за выбор операционника я поставлю Эндрю Расселу просто 2. Гораздо лучше вместо ОПА 2188 сюда поставить такой же операционник, как я поставил у себя в СУ 21 века, то есть ОПА 192. Это операционник серии E-Trim с электронной подстройкой при выпуске операционника. У него даже не плюс-минус 6 микровольт, а плюс-минус 5 микровольт напряжение смещения нуля, типовое. И никаких прерываний там нету. Там, значит, нулик на выходе поддерживается специальными методами калибровки при выпуске. Ну вот, значит, вот такая схемка. Ну вот, и все вроде бы хорошо. И схема даже мне понравилась своей оригинальностью вот этой вот части поддержания нуля на входе, а не на выходе. Да и красивая, в общем-то, по сравнению с предшественниками, которые Эндрю Рассел использовал в своем обзоре. Ну, лучше схема, да. По крайней мере, схемотехнически красивее. Но когда я дошел читать статью до описания параметров, то мой опыт сразу показал, что вот эти циферки — это надувательство. А что за циферки? Эндрю тут написал, что измеренное, приведенное ко входу напряжение 220 пиковольт на корень из герц. Но это не напряжение, а спектральная плотность напряжения. При расчетном значении 210 пиковольт на корень из герц. Минуточку. Давайте теперь посмотрим, что это такое. 220 пиковольт на корень из герц, если это спектральная плотность напряжения, то в полосе 20 кГц она будет соответствовать, ну это значит 0,22 нановольты на корень из герц. 0,22 нановольт на корень из герц. Если мы умножим на корень из 20 кГц, ну то есть чтобы перевести пиковольты на корень из герц в привычные нам нановольты. Что это получается? Смотрим. 220 нановольт на корень из герц. Умножаем на 141. 141 это корень квадратный из 20 кГц. Получаем 30,6 нановольта. То есть приведенное ко входу якобы напряжение, которое уверяет автор, у него приведенное ко входу в полосе 20 кГц напряжение 30,6 нановольт. А теперь давайте разделим типовое стандартное входное напряжение 0,4 милливольта для типовой MC головки на вот эти вот самые 30,6 нановольт. Получим, знаете сколько? 82,3 децибела. То есть автор утверждает, что его предусилок по отношению к стандартному входному напряжению MC головки 0,4 милливольта обеспечивает 82 децибела относительный уровень шумов. Вот тут-то я и засомневался. Почему засомневался? Да потому что, вот скажем, возьмем парочку ведущих компаний, скажем, вот Clear Audio, ее предусилитель нанофона V2, да, имеет сколько, сейчас посмотрим в фичах. Ага, вот signal to noise ratio 81 дБ для MM головок и 70 дБ для MC головок. Причем это 70 дБ, а не 82,3, как у Эндрю Рассела.
Понимаете, да? 81 для MM и 70 для MC. Это похоже на правду. Да, в это я могу поверить. Это Clear Audio Nano Phono V2. Давайте посмотрим еще кого-нибудь. Вот Cambridge Audio, тоже топовая компания. Ее Alva Duo предусилитель. Посмотрим его характеристики. Техническая specifications. Что у него имеем? Ага, вот. Signal to Noise Ratio. 90 дБ для MM и 70 дБ для MC. Причем отмечаю, что это не с подключенной головкой, а с grounded inputs. То есть с коротким замыканием входов. Без головок. Ну 90 дБ это да. Это они тут сбрехали. Но для MC-шек 70 дБ при заземленном входе. Вот тут меня подозрения мои подтвердились. И я решил не поверить Эндрю Расселу, а взять схему его, значит, предусилителя и померить. Ну, в смысле, промикрокапать. Вот это его исходная схемка. Запомнили, да? А вот она же в микрокапе. Я ее набрал в микрокапе и решил проверить, какие же она характеристики выдаст. Причем в связи с тем, что для ZTX 851 и 951 фирма-изготовитель Diodes Incorporated выдает нереальные цифры. Я их уже показывал вам. Нереальные R-базы 0025 Ом. Я взял для своего анализа цифры, которые которые ребята понаизмеряли. Вот в этой, значит, в этом документе Эндрю Рассела есть обмеры, SPICE модели с обмеренными реально R-базами. Для ZTX 951 R-базы 1,2 Ома и для ZTX 851 R-базы 1,5 Ома. В это я поверил, потому что десятки людей, специалистов, аудиофилов, обмеряли ZTX эти 951, 851 и обнаружили, что у них R-базы вот такие. То есть они достаточно мало шумящие, эти транзисторы. Я в своих моделях ввел те же самые данные. Для ZTX 851 я ввел R-базы 1,5 Ома, а для ZTX 951 я ввел R-базы 1,2 Ома. То есть, чтобы у меня транзисторы соответствовали тем, которые я использовал в своих расчетах. Значит, Рассел. Я ввел такие же данные по сопротивлению базы, которая, значит, характеризует шумовые характеристики этого транзистора при минимальном сопротивлении источников сигнала. Ну что же, вот схемка, которую я создал в микрокапе 12. Дальше давайте будем ее исследовать. Первое, что я решил проверить, это, конечно, естественно, шумы, приведенные ко входу. Ну, в этой схеме, смотрите, значит, что тут, где, какие конкретные точки. Вот это source, это, собственно, истинный вход схемы. In – это внутренний вход схемы, то есть эмиттеры. И out – это выход этой схемы. Ну, еще я использовал для своих целей взвешенный выход, взвешенный по кривой ЭЕК-А. Взвешенное напряжение шумов. Значит, смотрим, что это такое. Мне, значит, интересует две вещи. Во-первых, напряжение собственных шумов, приведенное ко входу, вот сюда, к source, и напряжение шумов, приведенное к выходу. Поехали. Analysis, AC. Выводим
eNoise и oNoise. Это функции микрокапа, которые просчитывают абсолютно все источники шумов и приводят их либо к выходу, либо ко входу. При этом входом Noise Input у меня является источник EDS головки или картриджа MC V1, а выходом является out выход. Поехали, run. Еще один момент. Для того, чтобы сразу увидеть интересную картинку, я сделал степпинг по сопротивлению источника от 0 до 47 Ом с шагом 12 Ом. То есть нам сейчас будут выданы характеристики, значит, семейство характеристик шумовых при сопротивлении источника 0, это короткий замкнутый вход, до 47 Ом. 47 Ом это одна из самых высокоомных MC-головок. Потом я покажу какая. Ну, диапазон их на самом деле побольше. Там есть головки с сопротивлением 50 или 60 Ом. Ну, принято 47 Ом. Тем более, что и сам Эндрю в своих этих самых расчетах там использовал максимальный 47 Ом. Итак, смотрим, что у нас получится при степпинге внутреннего сопротивления катушек обмотки от 0 до 47 Ом с шагом 12 Ом по шумам. AC, run. Опа! Смотрим. Вот это зелененький, это входной шум, розовенький выходной шум. Что мы смотрим? Вот на частоте 1 кГц. Сейчас я включу курсорчик. Бжик. Настрою его на 1 кГц. 1 кГц. Что мы смотрим? При коротко замкнутом входе R-source равно 0. У нас действительно хорошие пиковольты. Получается у меня даже 209,4 пиковольта. Ну, как и у Эндрю Рассела, у него 210 расчетная. У нас расчетная 209 пиковольт на корень с герц. Но это при коротко замкнутом входе. R-source равно 0. А что мы будем иметь дальше? Смотрите. Ой, не туда. Вот это. При сопротивлении источника 12 Ом наши шумы подскочили до 537 пиковольт на корень с герц. Пиковольт 538 пика вольт на корень из герц. Едем дальше. При 24 уже 765. При 36 Омах 967. И при 47 Омах 1,14 уже не пиковольт, а нановольт. 1,14 нановольт. Реальный. Реальные шумы, приведенные ко входу. Вот что выдает микрокап. А теперь пусть бросит в меня камень тот, кто использует предусилители с закороченным входом. Вы когда-нибудь слушали какую-нибудь грампластинку с закороченным входом? Думаю, что нет. Потому что вместо закоротки вы ставите головку реальную с вот такими вот омическими сопротивлениями.